На протяжении 25 лет никто не обращал внимания на старый склад на окраине города Белграда, Болгария. Это здание, покрытое слоем пыли и ржавчины, стало частью местного пейзажа, постепенно превращаясь в забытое место, о котором никто не вспоминал. Склад переходил от одной компании к другой. Каждый новый владелец с трудом осознавал, что у него есть в собственности, пока однажды не пришло время провести уборку. Уборщик по имени Станислав, который работал в компании, нанятой для приведения в порядок старого склада, пришел на место рано утром. Он с трудом открыл дверь и сразу же закрыл ее за собой, в ужасе вызывая владельцев. То, что он увидел внутри, поразило его до глубины души. Помещение склада было заполнено дорогими автомобилями, которые были спрятаны здесь четверть века назад. Внутри стояли 10 заброшенных BMW, в том числе 9 классических пятерок модели E34 и один универсал в мощной модификации. Станислав не мог поверить своим глазам. Автомобили были в идеальном состоянии, их кузовы блестели, а салоны некоторых машин до сих пор покрыты заводской пленкой. Склад находился на окраине города, и его текущий владелец, который с трудом нашел бумаги о приобретении помещения, был шокирован находкой. Он даже не подозревал, что предыдущие хозяева оставили здесь такие ценные автомобили. «Это похоже на историю из фильма», — сказал один из сотрудников местной прокуратуры, работающий над делом. Словно банда планировала какое-то масштабное дело, закупила мощные автомобили. Но потом что-то случилось. Журналисты, прибывшие на место, начали задаваться вопросами. Кто оставил эти автомобили? Почему их бросили? И что же произошло с их владельцами? Поиск информации о владельцах автомобилей оказался непростой задачей. Все попытки установить их личность пока не увенчались успехом. Вскоре стало ясно, что автомобили будут выставлены на частный аукцион, и это привлекло внимание как местных жителей, так и коллекционеров со всей страны. Слухи о находке быстро разлетелись по городу. Люди начали собираться у склада, обсуждая возможные истории о том, как эти машины могли оказаться здесь. Некоторые утверждали, что это были автомобили, принадлежавшие криминальным элементам. Другие же считали, что они могли принадлежать коллекционерам, которые по каким-то причинам не смогли забрать свои машины. Станислав, который стал свидетелем этого удивительного открытия, также начал размышлять о судьбе автомобилей. Он вспомнил, как в детстве мечтал о BMW, и теперь у него была возможность увидеть эти машины вблизи. Вскоре местные власти начали расследование, но вопрос о том, кто же на самом деле оставил эти машины и почему, остался открытым, и это только добавляло интриги к уже захватывающей истории. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.